Привет всем, кто любит и хочет научиться рисовать. Не получается придумать интересный орнамент? Это просто. Сейчас покажу. Помните, как в детстве мы все с вами рисовали по клеточкам? Мы брали тетрадный лист клеточку и закрашивали в нем какие-то части. Мы не задумывались над тем, что у нас получится. И получался орнамент, случайный и интересный. На этом основано свободное рисование. Мы просто проводим какую-то плавную или ломаную линию, в данном случае плавную. Потом дорисовываем к этой линии еще какую-нибудь. Следующую линию дорисовываем к предыдущей. И так дальше. Любые элементы добавляем к уже нарисованным линиям. Куда рука поведет? Получается какой-то мотив, в данном случае похожий на растительный, заранее который мы не задумывали. Мы просто рисуем любые элементы, достраивая их до того, что у нас уже нарисовано. Теперь возьмем стекло и попробуем его скомпоновать с точно такими же элементами, то есть его размножить. Вот такой красивый орнамент у нас получился, когда мы повторили его несколько раз. Компоновать его можно как угодно, как вам нравится. Получаются орнаменты в полосе, в круге, в квадрате, как получится. Или просто поле с орнаментом. А теперь давайте попробуем его сделать в цвете. Вот такой у нас получился интересный сложный орнамент. При этом мы ничего не придумывали, мы просто рисовали линии. С вами была я, Светлана Абарина, художник и педагог.